Добро пожаловать на 194-ю встречу Smart Talks. Меня зовут Андрей Слободнюк, я .NET-разработчик в компании Smart Business. Немножко обо мне. У меня есть сертификация в программе на C#. Еще смотрите мой прошлый Smart Talks, это номер 163. Я рассказывал про кодогенерацию в .NET и все прелести этого. По поводу моего work experience можете здесь тоже почитать. Итак, сегодня наша тема – это Swagger UI. И хотелось бы начать с того, что почему вообще эта тема интересна и актуальна. В последнее время архитектура REST-сервисов стала несокрушимым стандартом, который используется большинством разработчиков. Он ясен и понятен всем, особенно новичкам. Это очень хорошо описанный стандарт. Он позволяет быстро масштабировать системы, подстраиваться под новые требования и в целом является самодостаточным, что нам, собственно, и нужно. В течение последних проектов, в которых я участвовал, мне приходилось разрабатывать довольно большое количество различных REST API сервисов для различных манипуляций с данными. Соответственно, я хочу рассказать про этот процесс. Процесс интересный. Начинается он, собственно, с постановки задачи. Разработчику говорят, что нужно сделать. Пойдите там, обновите данные, вытащите здесь вот это или положите вот то туда. Собственно, вся суть REST-сервисов. Такие сервисы существуют только ради того, чтобы с ними, понятно, кто-то взаимодействовал. И это значит, что разработчикам клиентской части приложения вашего, те, собственно, кто будут после вас работать с разработанным вами сервисом, им необходимо конкретно понимать то, каким образом они будут осуществлять взаимодействие с вашим сервисом, как они будут туда обращаться, каким методом, какие данные туда отправлять, что они, собственно, с него получат и какие возможны исключительные ситуации, что может возникнуть не так. Возможно, какие-то данные неправильно были переданы или что-то внутри API произошло не так. Итак, в нашем случае лучшей практикой по взаимодействию между бэкэнд и фронтенд разработчиками является документация, по сути. Описав документацию, вы даете полное понимание для фронтенд-разработчика, что ему необходимо сделать, куда обратиться, что он в итоге получит. Собственно, все, о чем я рассказывал до этого. Хорошо описанная документация избавляет бэкэнд-разработчика от лишнего взаимодействия, скажем так, с другими людьми и отвлечением постоянным от задач. Потому что, когда вы адекватно описали документацию, к вам не придут и не спросят а что это за exception, а почему он возник, а что я здесь не так передаю, посмотри, тут какие-то данные неправильные. Именно поэтому важно описать хорошо документацию. Также это очень удобно, если вы работаете с какими-то третьими сторонами, и вам нужно передать ваши API, и вы не сможете постоянно взаимодействовать с кем-либо. Дальше вы можете на слайде увидеть примерный перечень параметров, которые мы обычно описываем в документации. Это, конечно же, адрес эндпоинта, описание каждого метода, описание каждого филда в запросе. Обязательно описываем валидный JSON для запроса, то есть чтобы фронтендщик смог взять его и отправить вам туда в сервис и получить что-то нормальное, а не ошибку. Обязательно список, перечень константных значений, это зачастую енамы какие-то, к примеру, у меня будет цвета, синий, желтый, соответственно, вам нужно фронтендщику понимать, что тебе нужно туда передать blue, а не какие-то странные значения. Обязательно какое-то значение, которое возвращает ваш сервис в случае, если все произошло окей. Ошибочное значение, и значение описать коды ошибок, что чему соответствует и почему возникает, и что с этим делать. Исчерпывающая документация отлично решает проблему коммуникации, но для ее написания необходимо выделять определенное количество времени, соответственно, время разработчика, оно теряется. И плюс это, в свою очередь, ведет дополнительные затраты.
При активном развитии разрабатываемых решений веб-сервисы очень часто развиваются, обновляются, расширяются, новым функционалом что-то меняется, и, соответственно, это влечет изменение документации за этим всем. Соответственно, опять необходимо выделять больше времени разработчика на то, чтобы он писал больше документации. Это влечет за собой затраты, это плохо, это увеличивает время разработки. Соответственно, есть решение. Это Swagger UI. Расскажу немножко про спецификацию вообще, что это такое. Swagger Specification – это спецификация и экосистема множества инструментов, которая предоставляет интерфейс между фронтенд-системами, кодом библиотек и низкого уровня, и всякими различными коммерческими решениями в виде API. Вместе с тем, спецификация построена таким образом, чтобы не зависеть от языка программирования и быть удобной в использовании как человеком, так и машиной. Соответственно, я покажу это формирование полностью JSON, описание сервиса и как к нему вообще обращаться, что с этим делать, все дальше. Так вот, задачей Swagger является позволить клиентским системам и документации синхронизировать свои обновления, чтобы зависящий код на сервере, чтобы он сразу же обновлял фронтенд. И пользователь, собственно, мог прийти, посмотреть, что изменилось, какие новые параметры появились, там, какие, может, методы пропали, какие стали deprecated и так далее. Это достигается благодаря тому, что методы, параметры, модели и различные другие элементы посредством OpenAPI интегрируются с программным обеспечением сервера. То есть постоянная синхронизация. Они генерируются на основе того, что вы пишете в коде, на основе, собственно, ваших контроллеров. По сути, OpenAPI представляет собой полноценный фреймворк для описания, создания и визуализации использования веб-сервисов REST. Вот. Идем дальше. Спецификация Swagger существует достаточно давно. Запущена в релиз первая была в 2011 году. Позднее, в 2015 компания, которая разрабатывала Swagger, решила, что она будет проявлять инициативу в развитии OpenAPI, это новый проект, новая спецификация, и перевела это все, в open source. После чего большие компании типа Microsoft и Google решили, что это хорошая штука, и им тоже нужно приложить свои ручки к этому всему. И в 2017, как видно на слайде, уже была, собственно, опубликована первая OpenAPI спецификация. Вот, идем далее. Основные плюсы Swagger UI и что вообще хорошего. Во-первых, это отличная утилита для тестирования. Вам не нужно запускать даже Postman. Он, конечно, работает очень классно, мы сами тестируем все Postman, но с появлением Swagger UI все стало проще. Ты спокойненько устанавливаешь это все к себе, к сервис, и используешь прямо на страничке. Это очень удобно. Соответственно, после всего этого можно еще сгенерировать клиент, который сделает вам тесты. Вам просто останется дописать данные. Итак, идем дальше. Суппорт, конечно, минимальное количество усилий для суппорта, потому что вы дописываете новый метод, он сразу же появляется в документации. Если вам нужно какой-то example дописать туда, вы тоже можете это быстренько дописать в коде, на фронтенд вообще не лезете, никакой дополнительной писанины, там, всяких XML и всего такого. Это все не нужно, это все можно описать в коде. Это очень удобно. Swagger — это документация, которая на самом деле реально полезная. Почему? Потому что вы можете зайти на страницу, вызвать, собственно, тот метод, посмотреть, что вы получите, посмотреть все хедеры, полнейшая информация, реально все, что нужно, все, что потенциально может вам понадобиться, там есть. И это очень удобно. Легкость настройки. Swagger устанавливается реально с помощью одного NuGet пакета, и он уже как бы готов. И вам всего лишь нужна маленькая конфигурация, зависит от того, насколько, что вы хотите увидеть. Я тоже покажу. Все довольно просто. Автоматические обновления, как я сказал, все зависит только от бэкэнда, от контроллеров. Соответственно, вы можете что-то добавить, и оно обновится на Swagger. И, конечно же, генерация кастомных клиентов. Это очень удобно, когда ты можешь с помощью утилиты, тоже покажу, NSwag называется. Утилита работает быстро, удобно, TypeScript поддерживается, C# поддерживается. Есть еще огромный перечень языков, но та, которую я покажу, там только Sharp, Core и TypeScript. Вот. С помощью этого всего можно сгенерировать клиент, после чего, собственно, вы берете все это, используете.
просто вызовом метода класса сразу же обращаетесь ко мне в сервис. Вот, собственно. Итак, давайте перейдем к демо. Все-таки это более практическая часть. Так, давайте же посмотрим вообще, что такое Swagger. Это стандартный в WebAPI проект. Я немножко дописал в контроллеры своего. А так, в принципе, можете то же самое получить, запустив дефолтный темплейт. Вот, собственно, наш Swagger. Хотелось бы сначала сравнить вообще Swagger с тем, что предоставляет стандартные help-пейджа у ASP.NET. Тут, в принципе, как бы что-то похожее. Тут есть в принципе, вот видите методы, контроллеры. Если вы сюда заходили когда-либо, то это может быть полезно, но нет документации, не настолько удобно все описаны параметры. Что хорошо, есть required, есть range в стандартном. К сожалению, нельзя редактировать вот эти вот стандартные сэмплы. Что еще в дефолтной документации у нас есть? Собственно, вот. Ничего отправить, к сожалению, нельзя. Здесь, то есть из этого можно, в принципе, вынести что-то полезное, но она не исчерпывающая и не дает какого-то практического применения. К примеру, там нету хедеров. Давайте же перейдем все-таки в Swagger и посмотрим, что нам дает Swagger. Во-первых, это красиво. Вот ссылочка. Это ссылка на Swagger генерирует JSON-файл. Это то описание, о котором я говорил. Оно создает JSON-описание полностью вашего сервиса для вот тех самых клиентов, которые мы можем сгенерировать потом в инструментах. И, собственно, для самого себя, для отображения всех контроллеров и методов на фронте. Сейчас покажу этот файлик. Вот, собственно, такую штучку мы получаем. Здесь описаны методы, контроллеры и в принципе, этого достаточно, схемы, хост. Там еще внизу есть security. Сейчас его нет, мы его потом добавим. Вот. Собственно, давайте посмотрим на сам Swagger. Прекрасное отображение методов. Зайдем в какой-нибудь get, попытаемся что-нибудь получить. Здесь есть, модель. Это то, что будет возвращаться от вашего сервиса, конкретно от этого метода. Здесь еще можно выбирать response, content type. И давайте же попробуем, что нам вернет сервис. Сразу же Swagger генерирует нам crawl-запрос. Мы можем прямо в командной строке это все вставить и использовать. Вот, собственно, наш респонс, наш код и хедеры, которые мы получили от нашего сервиса. Идем дальше. Листайся. Вот это самый такой простой метод. Давайте немножко перейдем в код, я покажу вообще контроллеры, что происходит и как это настраивается. Swagger на самом деле настраивается довольно-таки просто. Все, что вам нужно сделать, это установить NuGet-пакет. Сейчас покажу. Из установленных пакет называется Swashbuckle. Вот. Он по дефолту подтягивает еще core. И, собственно, установка этого пакета, вы получите вот такой прекрасный файлик Swagger config, в котором будет огромная куча комментариев, которые, чтобы перечитать, приходится потратить минут 10. И не все понятно. Но, тем не менее, я вырезал все лишнее, оставил только то, что мы сегодня будем обсуждать. Итак, давайте перейдем в контроллеры. Я здесь сделал контроллеры правильно, хорошо, с описанием, с XML-документацией, чтобы потом это все закинуть в Swagger и показать вам, насколько это удобно. Вот, собственно, наш метод, который мы видели, который я экзекьютил. Так, давайте посмотрим. У Swagger есть такая прекрасная фича, как API-ключи. Соответственно, вы можете защитить свое API, и очень удобно использовать это все вместе с Swagger. То есть вы не просто защитите свое API, и вы не сможете больше через Swagger ни к чему достучаться, ничего получить. Нет, Swagger предоставляет такое. Собственно, настраивается это довольно просто. У Swagger есть две конфигурации. Первая конфигурация — это, собственно, сам Swagger, это типа его бэкэнд. И
фронт — это вот Swagger UI. Здесь нужно добавить 2 хедера и, собственно, включить этот ключ. Здесь что мы только что сделали? Мы добавили новый API-ключ, который будет работать через хедер в запросе и будет иметь название XAPI-Key. Вот, называться это все, description будет иметь API Key Authentication и так далее. Так, сейчас покажу, как это вообще все реализуется в API. У меня есть контроллер специальный, которому я дописал прекрасный фильтр. Вот, этот фильтр, собственно, что делает? Он ищет вот этот ключ, который мы настроили, затем идет в хедеры, проверяет, чтобы там все было заполнено, чтобы это все было валидно, и в случае, если там все хорошо, он проверяет, если вот в этом классе хранилище ключей данный ключ. Если он там есть, он пропускает, если нет, то просто unauthorized result бросает. Собственно, 401 ошибка. Вот. Этот фильтр я поставил на контроллер, и в контроллере хорошенечко описал метод getHeaders. Давайте же его посмотрим. Собственно, запустим, что у нас тут происходит. Swagger. Обращу ваше внимание, что если я отправлю... Вот здесь вписывается API-ключ. Это поле, оно активно по стандарту, даже если вы выключите API-ключ. Не знаю, почему так, но так решил Swagger. Значит, наверное, так нужно. Попробуем. И у нас 401 ошибка, соответственно, unauthorized. Если же мы сюда введем валидный API-ключ и попробуем еще раз, то у нас API отработает, и нам вернется перечень хедеров. Я так специально сделал, чтобы мы могли посмотреть и найти наш, собственно, XAPI-ключ. Вот он. И значение у него 1. Это то, что мы вписали вот сюда. Собственно, таким образом мы можем прокинуть аутентификацию в наш сервис. Соответственно, можно защититься. И Swagger это все поддерживает, что очень приятно. Как видите, минимальное количество усилий, и сервис уже защищен. Вот. Идем дальше. Вот эти XML-комменты, как вы можете видеть, они здесь не просто так. Это все потому, что Swagger может подтягивать эти комментарии. И это очень удобно, потому что вы написали summary, разработчик понимает, что это за метод, он понимает, что он принимает, какие у него параметры. И вообще, то есть и респонсы есть, все очень-очень удобно, и это все прописано в коде прямиком вот здесь. Соответственно, мы можем сгенерировать XML-документ, который будет описывать вот эти все комментарии. Это делается с помощью properties, тут build, и в конце вам нужно вот здесь поставить галочку XML Documentation File, после чего у вас будет сгенерирован вот такой файлик, в котором будет храниться полностью информация о вашем методе, о тому, комментарии, хедеры и все такое. Дальше мы идем в Swagger Config и включаем XML-комментарии. Здесь нюанс, нам нужно указать ссылочку на наш Swagger, на наш XML-файл с документацией. Если мы укажем все правильно, то Swagger начнет подгружать этот XML-файлик и добавлять описание на фронте наших методов. Вот это просто очень удобно, очень. Когда фронтенщик не пытается понять, а что там за название этого метода и что он делает, а если еще несколько с перегрузкой, то вообще жесть. Вот. Собственно, как вы видите, у нас появились description. Здесь Swagger, к сожалению, я не думаю, что кому-то в коде нужно объявлять такое огромное описание, но, как видите, Swagger это позволяет. Что у нас еще? Благодаря XML-описанию у нас появляется такая штука, как описание классов. Классов, собственно, вашей модели. Здесь. Нет, это не здесь. Swagger подтягивает вот эти параметры. Сейчас покажу. Если вы описываете... Здесь не описано, понятно. Если вы описываете комментарии в своей модели, то Swagger тоже это может подтянуть. Соответственно,
понятно, что туда нужно передавать и какие параметры должны быть. Здесь должно быть. Вот, собственно, наше описание. Полностью скопировано значение отсюда, summary. Так, что еще удобного в Swagger? Это то, что если вы используете атрибуты required или range или еще что-то, это можно увидеть в employee, к примеру, вот string length или там phone number, email адрес. Swagger тоже это знает, он это подтягивает и, как видите, здесь указывает при наведении то, что минимальное значение на самом деле 1, а максимальное, как вам захочется. Вот. Это очень удобно. Тоже как бы часть документации. Это прям исчерпывающая документация. Это очень хорошо. Так, идем дальше. Собственно, давайте попробуем вызвать какой-то из этих методов. Здесь очень удобно то, что Swagger предоставляет экзамплы по стандарту. Он генерирует, правда, совсем какие-то несуразные значения, типа string, 0. Но мы можем все еще это попробовать. Model state invalid. У нас какие-то валидаторы, значит, стоят. Давайте посмотрим. На самом деле ID-шка должна начинаться с нуля. Вот почему я говорю, что Swagger типа немножко генерирует нехорошее значение. Если мы еще раз вызовем, все будет ок. Она вернулась наша же моделька и прям аппендилась сюда строка. Вот. Таким образом мы можем тестировать методы. Если что-то не так, мы сразу же получаем ошибку об этом. Соответственно, фронтендщик может прийти, всунуть прям свой запрос, посмотреть, может он что-то не так отправил, где-то там не такой хедер или какие-то неправильные данные. И ему сразу же вернется ошибка. Окей, идем дальше. Так. Еще у нас есть такая штука, как enum. Это тоже очень классно в Swagger, потому что enum используются. Enum это константные, по сути, значения, которые это не часто используется, но это бывает нужно. Особенно текстовые enum. То есть, вы же enum, когда создаете, вам не нужно там 0, 1, 2, 3 передавать. Вы хотите, скорее всего, передавать текст, потому что так запрос выглядит красивее, так он и вам понятен, и фронтендщику более понятен, и либо каким-то вообще там третьим сторонам, кому вы свое API передаете. Соответственно, enum Swagger тоже процессит нормально, но есть один нюанс. Если вы хотите, чтобы они процессились как текст, соответственно, отображались на UI как текстовые, вам нужно включить вот такую конфигурацию describe enum as strings. После того, как вы включаете эту конфигурацию, у вас все enum в описании, в description, они будут текстовые, а не ID-шками. Сейчас тоже покажу. Есть тут метод checkColor, и у него, как видите, здесь уже подставляет blue по дефолту. И, собственно, когда мы наводим на это все, у нас появляется перечень параметров. Вот. Собственно, что избавляет вас от лишних вопросов. Что еще? Еще в Swagger вот эти экзамплы, которые вы только что видели, это, собственно, JSON, который генерируется для вашего запроса, для того, чтобы фронтендщик мог скопировать, вставить туда какие-то свои значения и передать вам обратно в сервис. Либо вы же сами можете туда нажать, оно сразу же скопируется в запрос, и можно будет его передать в сервис и посмотреть, что произойдет. Так вот, очень удобной фишкой Swagger является то, что можно вот это все конфигурировать. Есть такой NuGet-пакет удобный. Swashbuckle Example называется. Сейчас тоже покажу. Вот он. Вот, Examples. Его тоже нужно просто установить, но к нему еще дополнительно необходимо прописать конфигурацию. Он предоставляет фильтр стандартный, то есть с NuGet устанавливается вместе. После того, как вы установите конфигурацию, этот фильтр как операционный, он начнет работать, и вы сможете указывать свои кастомные примеры для вот этой вот формочки маленькой справа. Соответственно, там уже будут не просто какие-то стринги или там 0 в ID-шке, а там будет именно то, что вы пропишете. Каким образом это действует? Переходим, к примеру, в Choice. Здесь необходимо реализовать example provider для вашего конкретного объекта.
Причем оно не привязано, их может быть сколько угодно, и называться они могут тоже как угодно. Вы реализовываете это с помощью интерфейса и потом идете в свой контроллер. В контроллере необходимо прописать вот такую штуку, как Swagger Request Example. И после этого указать тип запроса, который не тип запроса, а тип модели, которую вы используете в вашем методе. И, собственно, Example Provider, который будет отдавать значение. Собственно, очевидно, что то, что вы запишете в Example Provider, то и будет видно на форме Swagger UI. Давайте посмотрим. В этот раз у нас был контроллер Colors, по-моему. Как вы помните, в прошлый раз в Colors было Blue и, если я не ошибаюсь, просто string. Теперь здесь это все обновилось, и здесь появилась вот такая штучка, и Color у нас уже изменился. Вот. Собственно, таким образом можно проводить экзамплы вот сюда. Это удобно, потому что, может быть, у вас какие-то невалидные данные могут быть, или, опять же, у вас есть атрибуты, там, как required, range и все такое, и вы хотите, чтобы вы могли просто прямо сюда быстренько зайти, отправить запрос, просто нажав справа на JSON и не париться. Потому что это быстро и это удобно. В случае, если вам каким-то образом необходимо протестировать ваш сервис. Соответственно, в employee я сделал то же самое. Здесь как бы name поменялся, здесь бы просто подставилось string. В age, скорее всего, было 0, что невалидно. Здесь тоже можем посмотреть. Здесь показывает минимальное и максимальное значение. Также само можно указывать длину строки. Это все отображается и подгружается. Вот. Собственно, Swagger UI. На этом, мне кажется, все. Я рассказал о Swagger UI. Настроить, как видите вы, это все очень просто, очень быстро. Оно очень гибко конфигурируется. На самом деле на вот эту страницу можно подгружать различные JS, CSS и все что угодно. Соответственно, кастомизировать это все. Также можно подключать Basic OAuth аутентификацию, иметь кучу разных версий API. Все это настраивается в конфигурации самого Swashbuckle и является довольно простым, если погуглить. Плюс еще у Swashbuckle очень классная документация на GitHub. Сейчас к ссылочкам перейду, расскажу чуть-чуть. Вот. Первая ссылка это... Да, блин, нет. Первая ссылка – это Getting Started with Swashbuckle. Это, собственно, как это настраивается. Такой пошаговая инструкция по настройке. Плюс различные ссылки самого Microsoft. Они рассказывают, какие пакеты установить, что установить, куда. Как бы такая исчерпывающая документация по установке и настройке этого всего. И советую, собственно, пользоваться тем, чем пользовался я во время подготовки. Это Swashbuckle страница на GitHub. У них там очень классно описано README. Там все вот эти конфигурационные параметры, о которых я говорил, вот это все, что будет закомментировано у вас в Swashbuckle конфиге, там это все описано, собственно, что раскомментить, где раскомментить, как что настроить, есть примеры. В общем, GitHub. Это счастье. У них очень классно все описано. Собственно, все. Спасибо, что пришли. Если есть какие-то вопросы, я готов услышать, ответить на них. Нет? Хорошо. Спасибо.